Что говорит классическая юридическая литература вот на тему лета и вата-доши? Лето приносит высушивание всех жидкостей в организме, поэтому вата может увеличиваться. Нестабильно становится внутреннее тепло, то есть человеку может быть слишком жарко или его может также знобить, потому что люди вата, они склонности к тем, что конечности холодные, и летом тоже могут быть холодные конечности. И человек, если вата увеличивается, он может стать слишком слабый, причем и те люди, у которых много ваты, и те люди, у которых много пита, они могут становиться более слабыми. Аштанга Хридая говорит, что солнце вытягивает влагу из земли и из тела, поэтому летом следует избегать сухих, острых и стимулирующих продуктов. Сухие продукты, то есть, к примеру, если вы едите там, в сезон дождей или во влажной погоде сухофрукты, это здорово, но когда вы едите в сухую погоду сухофрукты, это плохо. Поэтому сухофрукты замачивайте, к примеру. Много острого, то есть острое, оно с одной стороны как бы стимулирует аппетит, хорошо, но когда вы в жару едите много острого, жар повышается, появляется сухость. И, конечно же, с жидкостями очень важно балансировать и пить жидкости, чтобы тело не истощалось. Что полезно в вате летом? В первую очередь, это легкая пища, то есть не тяжелая, то есть та пища, которая может действительно перевариться, потому что если у вас проблема, то есть у вас нестабильное пищеварение, и при этом вы еще едите тяжелую пищу, то это прям становится большой проблемой. У вас просто ничего не переваривается. Поэтому очень важно понимать, что для вашего желудка легкая пища, потому что кто-то съел кашу, ему хорошо и легко, а кто-то съел кашу, и он ее до вечера не может переварить. То есть имейте в виду, вот это состояние легкости, оно тоже может меняться. Для ваты плохо летом есть слишком холодную пищу, потому что холодность, помните, это тоже качество ваты. И, то есть, как я говорил, вот внешне холодную, там, наложить холодную маску какую-нибудь, там, из холодных огурчиков на глаза, да, то есть вы охлаждаетесь. Там, принять холодный душ или прохладный душ здорово, но внутрь холодное не нужно. И для ваты важно в период, когда вата обостряется, не делать ничего, к примеру, не есть на ходу, потому что вата слишком подвижна. Если вы едите на ходу, или же вы едите, когда вы перелистываете ленту, это практически на ходу, потому что ваша голова в другом месте находится, это увеличивает, это может летом еще больше истощать. Помните, что когда вата-доша увеличивается, несмотря на то, что доминирует пита летом в основном, вата может легко выйти из баланса и в том числе вывести питу из баланса. Что полезно людям ваты есть летом? Есть общие принципы питания. В первую очередь это теплая, увлажняющая, питательная, но не слишком тяжелая пища. Это вот прям важно, что она должна быть теплая. То есть, если вы думаете, что у вас вата увеличена, и вы едите только холодные салаты, это ошибка, они могут у вас просто не перевариваться. А поймите, что, да, допустим, в листьях салата или там в редиске очень много полезных микроэлементов, но если они у вас не усваиваются, то что? Их нужно, может быть, обдать кипятком, а может быть, приготовить, в зависимости от блюда. То есть, вата не исключает есть сырые овощи или сырые фрукты. Нет, просто если, к примеру, вы любите морковку, да, вот сырую, а после нее у вас вздутие, газообразование или болит живот, это значит, она у вас не усваивается. А как только вы начинаете эту морковку обдавать кипятком, то живот уже не болит, она начинает усваиваться. Вот таким образом мы можем улучшить состояние нашего ЖКТ. Для ваты летом очень важно есть 3 раза в день в одно и то же время. Когда ко мне на консультацию приходит человек ваты конституции, он говорит, да я ем вообще 1 раз в день или 2 раза в день. Что-то у меня проблема, не могу поправиться. Как вообще можно? Да никак. Сначала нужно начать есть 3 раза в день. Надо понимать, что у людей ваты пищеварение нестабильное и не всегда хорошее. Поэтому часть пищи может просто не усваиваться. Поэтому очень важно поесть с утра, чтобы что-то усвоилось и была энергия до обеда. Важно поесть в обед, чтобы тоже что-то усвоилось, была энергия до ужина. И важно поесть на ужин.
чтобы что-то усвоилось, и вы еще потом могли поспать хорошо. Потому что если вы голодны, то, скорее всего, вы не заснете, просто будет хотеться есть. И что происходит? Мы просыпаемся, встаем, да, с кровати в итоге в 11-12, идем к белому другу, это холодильник в данном случае, открываем его, а там есть все, что нельзя есть на ночь. И начинается. И утром, конечно же, несвежесть, тупость, много слизи. Почему? Потому что вообще ничего не перевалилось ночью. Для ваты очень важно избегать сухих, холодных и грубых продуктов. То есть все мягкое, маслянистое, тепленькое и влажненькое. Для ваты это будет стабилизировать, потому что появится капха. Для человека ваты очень важна уверенность в сырых овощах и холодной воде. Даже когда жарко, помните, тепленькое помогает. Если подвести итог этого, то по привычкам таким общим, то важно поддерживать огонь пищеварения без перегрева его и без больших перерывов. Итак, немножко о режиме, который полезен для людей ваты конституции летом. Завтрак обычно должен быть всегда теплый, то есть, к примеру, это там каша на воде с ги, с топленым маслом. Может быть, тушеные фрукты, если вам нравятся какие-то сладости, там тушеные овощи. Реже это прям свежие фрукты, особенно не сладкие. Да, помните, что лучше всего сладкие. Поэтому, если вы понимаете, что у вас фрукты, особенно на пустой желудок, вызывают раздражение, то можно их потушить или запечь. Ну, к примеру, там яблоки можно запечь, груши можно запечь, как-то так. Обед – это всегда такой главный прием должен быть. То есть очень важно для людей ваты не пропускать обед. Особенно, когда вата увеличивается. Потому что очень часто мы там из-за своей занятости можем говорить, да нет времени, или а вот как раз про ощущения мы можем просто даже не чувствовать, что у нас есть аппетит, потому что мы очень заняты. И вот эта нестабильность, она дает сбой ваты. Поэтому для ваты очень важен обед, чтобы он был основным. Очень важно туда добавить каких-то продуктов, которые заземляют, там рис, допустим, или дал. И те, кто был в индийских ресторанах, вы понимаете, у них такая обычно тарелка, талия называется, там 5-6 блюд, да, то есть есть всегда рис, есть всегда гороховый суп, есть всегда овощи, есть всегда масло и есть всегда какие-то специи. Иногда это слишком много, иногда это там мало, но все равно это все есть. Ну и, конечно же, есть какая-то сладость в конце. Вот. И ужин, он всегда должен быть легче, чем обед, но всегда теплый. Самое идеальное – это какие-то супчики, то, что летом как раз много овощей, можно какие-то легкие супчики делать. Это могут быть какие-то коренья, которые легко перевариваются. Не пропускайте прием пищи для того, чтобы избежать хаоса, который творит в организме вата. Если у вас большие промежутки между приемами пищи, к примеру, вы там обедаете где-то между 12 и часом, и ужин у вас там между 6 и 7, вы можете перекусить днем. Опять-таки перекус – это не плотный прием пищи, это какой-то перекус, там может быть с чаем и так далее. То есть пить можно все время, но есть все-таки, чтобы часа 3 между едой проходило. Это важно. Ну и, конечно же, пьете теплую воду, особенно с фенхелем и особенно вот между приемами пищи. Можно пить теплую воду, можно делать какие-то компоты сладкие, да, так как ягод много, фруктов. Можно употреблять сочные фрукты, к примеру, если говорить там про арбуз и так далее. Но главное не переборщить, потому что помните, если вы, к примеру, употребляете тяжелую пищу перед сном, то жидкость накапливается в организме, а если вы также едите более легкую, к примеру, арбуз, да, казалось бы, не тяжелый, но там все равно много жидкости и капхи, то все равно с утра будет накапливаться жидкость. Поэтому не всегда только тяжесть влияет на то, как пища у нас проявляется в виде, в какой форме. Иногда просто арбуз поели на ночь, утром проснулись как арбуз или арбузиха. Так бывает. Вот, соответственно, эту жидкость важно не накапливать. Ну и, конечно же, для людей ваты особенно лучше всего избегать, особенно летом, избегать кофе и
напитков, которые тонизируют. Это не про то, что сейчас как-то на хайпе новая мода, да, там кто-то говорит, что кофе полезно, кто-то говорит, что кофе вообще не надо пить и так далее. Здесь про то, что если у вас повышена вата, и вы понимаете, что вы пьете кофе, и после кофе у вас ровно в 2 раза усиливается сердцебиение, и вы потом не можете заснуть, или вообще вы уже страдаете от бессонницы, или же вы выпиваете черный чай крепкий, у вас то же самое, то, пожалуй, эти напитки вообще уже не для вас, потому что вата у вас слишком повышена. Ну, то есть это ненормально, когда человек пьет кофе, и потом его полдня как бы немножко колбасит от большого количества сердцебиений. Надо вату успокаивать.